Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я расскажу вам свое отношение к акриловому наращиванию ногтей. Я могу вам сказать сразу, я его не делаю давно, очень давно, и причин этому несколько. Во-первых, акриловое наращивание появилось первым из всех наращиваний. Это я уже вам говорила. Благодаря акриловому наращиванию появилось и гелевое потом наращивание. Дело все в том, что акрил — это очень прочный материал, это просто кремень. Его сломать или согнуть практически невозможно, в отличие от геля. Гель более пластичный. И из-за того, что акрил такой твердый, а ногтевая пластина у нас мягкая, она имеет пластичность, акрил не имеет пластичность. Он эту пластину обволакивает и обволакивает буквально ее в тиски. Он неподвижный материал, а ногтевая пластина там под ним, образно говоря, не вибрирует, но какое-то движение все равно у нее есть. То есть нажимаем мы на ноготь, и ногтевая пластина все равно движется. И при акриловом наращивании, если честно, у меня, когда я себе первый раз его сделала, у меня просто дико болели ногтевые фаланги. То есть не только ноготь, но вся ногтевая фаланга просто болела. Первый день я думала, что я выдержу. Второй день боль нереальная. То есть вот дотронуться до ногтей было больно. И на третий день я поняла, что будет гораздо проще просто это все снять. И я это сделала. После этого я не делала себе еще какое-то время акриловое наращивание, пока еще раз не проэкспериментировала. Думаю, может, я на тот момент была гиперчувствительная, поэтому у меня такая была реакция на акрил. Нет, вы знаете, второй раз была та же самая ситуация. Первый день, второй день, и на третий день мы уже просто решили для себя, что все, хватит, завязываем с акрилом. Когда уже долго общалась с людьми, изучала эти вопросы, естественно, я работала с клиентами, у всех примерно одна и та же была картина. То, что после акрилового наращивания дико болят ногтевые фаланги. Дело в том, что в ногте или под ногтем огромное количество нервных окончаний. Это ж ногтевое ложе, это ж вообще орган осязания, вторые глаза, так скажем. И здесь огромное количество нервных окончаний. И если мы долгое время зажимаем это место, естественно, нервные окончания нам дадут дрозда. То есть мы получим обратный ответ от этих нервных окончаний. Они просто будут болеть, они будут ныть. Поэтому это причина первая, по которой я не люблю акриловое наращивание. Вторая причина — из-за того, что ноготь под акрилом движется, акрил не движется, и получается такая картина. Ноготь движется вот таким образом. И что мы сейчас, даже я пальцы свои показываю, ноготь мой, вот он движется, акрил не движется. Из-за того, что ноготь движется, здрасте, отслойки называется. То есть получается, что при акриловом наращивании очень-очень была большой проблемой у мастеров — это отслойки. И по причине, которую я вам сейчас показала. Этот подвижный, там неподвижно, и это закономерно. И вы знаете, когда появился гель, мне кажется, все вздохнули. Потому что гель, он более пластичный материал. Он вместе с ногтем. То есть, если ноготь шевелится, движется, то и гель вместе с ним. И они, в общем-то, сцеплены очень хорошо, и не происходит этих отслоек. И я знаю мастера по акриловому наращиванию, каким образом они выходили из этой ситуации. То есть, есть такие прям любители акрила, фанатики там акрила или поклонники акрила, патриоты, так скажем. Они что делали? Они возле кутикулы, то есть делали обычное акриловое наращивание, а возле кутикулы делали прослойку гелем. Гель с акрилом прекрасно дружат, они не расслаиваются. Гель держал около кутикулы всю конструкцию,
И таким образом они получали, ну, достаточно уже хорошие результаты. То есть отслоек как бы не было. Но я не знаю, работает ли кто-нибудь в этой технологии до сих пор или нет. Наверняка работают, кто любит акрил. Они используют эту двойную, так скажем, систему. Как говорится, о вкусах не спорят. Личное дело каждого. Вторая причина, почему я не люблю акрил. Из-за того, что он отслаивается. И третья причина, почему я не люблю акрил, это из-за того, что мономер имеет просто нереальный зловонный запах. Некоторые люди тащатся от этого запаха, то есть это вот как бензин понюхать, вот, мономер, обожаю, то есть, ну, потребность какая-то, возможно, у людей есть, я не знаю. Лично мне он воняет. И я должна сказать, многим клиентам он тоже воняет. Особенно тем, кто за эко, за экологию или там за натур. Чуть-чуть какой-то запах. Многие сидят, ой, что это за вонь, невозможно. И в итоге получается, что ты должен при акриловом наращивании иметь вот такенную вентиляцию, просто вот такущую, больше, чем, наверное, окно. Такая вентиляция должна быть при акриловом наращивании. Это даже, кстати, прописано в нормах по санитарии или санитарных нормах. Вообще при наращивании должна быть вентиляция, а при акриловом наращивании должна быть просто двойная какая-то вентиляция. Ну куда деваться производителю, который уже наладил целую линию на китайском заводе по производству акрила и мономера? Все, уже денежка уплочена, куда деваться ему? Однозначно надо с этим что-то делать. Были привлечены огромные мозги химиков, все они собрались, видимо, в какой-то момент и решили сделать следующее. Они ввели в этот мономер блокатор этого запаха. То есть мономеры, которые имеют, ну, такой отдаленный, похожий запах, но не такой едкий. То есть если открыть баночку с обычным мономером и с мономером Light, то мы от этого мономера практически не будем чувствовать запах, а вот от этого, естественно, будем. Но дело все в том, что летучие вещества, которые вылетают, испаряются из этих баночек. Почему мономер считается надо накрывать постоянно крышечкой, то есть он не должен быть открыт, потому что он улетучится. Кстати говоря, так оно и есть. Я однажды лепила там розочку какую-то и забыла на столе вот такой вот стаканчик, в котором был налит мономер. Утром прихожу, его там уже практически не осталось. Ну, то есть он выветрился. И в итоге получается, что я тоже поняла, что в нем есть летучие вещества. Да, он улетает, он распространяется в воздухе. И неважно, воняет он вам, есть этот запах. Летучие вещества в любом случае там летают. У кого на это аллергия или какие-то еще побочные эффекты, естественно, голова будет болеть даже от этого Light мономера, который практически без запаха. Но, кстати говоря, вот этот компонент, который был введен в Light мономер, то он оказал, можно сказать, медвежью услугу. Он почти без запаха. На качество самого уже наращивания это тоже повлияло, вернее, на работу, потому что, используя Light мономер, когда мы его соединяем с акрилом, с самой этой пудрой, он очень долго не застывает. То есть он расплющивается, растекает и не застывает. То есть фишка там, если лепка идет, какая-то объемная лепка, чтобы она там ох-ох-ох была, заключается в чем? Что ты шарик этот набираешь и очень быстро все там формируешь, и он стоит, держит форму, а ты там лепишь, как прям по пластилину. А с Light мономером такие вещи уже не проходили, потому что он не застывал. Ты ему борозочку, а она раз расплылась, все, листика нет, никаких цветочков не получается сделать. В общем-то, получилось так, что этот мономер почти что не востребован. Так и остались все работать на мономере, который с запахом такой серьезный. Это тоже дело каждого. Каждый для себя выбирает лучший материал. Любят работать все на разных материалах. Это я высказала вам свое мнение и свою точку зрения. И почему все-таки большинство работает на геле. Акрил — это
особенный материал. Для того, чтобы с ним работать, нужно очень сильно хотеть, например, розу объемную. Естественно, я не призываю вас к тому, чтобы вы все быстренько выбросили с балкона эти банки акрила и мономера. Ни в коем случае. Этому можно найти очень хорошее применение, о котором я вам расскажу в следующем ролике. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.